маленьком городке, где все знали друг друга, в школу номер 12 пришла новая ученица Лиза. Она была тихой и замкнутой девочкой, которая редко улыбалась и почти не разговаривала с одноклассниками. Мисс Джонсон, учительница английского языка, сразу же обратила на нее внимание. Она заметила, что Лиза часто приходила в школу в грязной одежде и выглядела уставшей. Мисс Джонсон решила, что должна помочь. В один из дней после уроков она подошла к Лизе и спросила, как у нее дела. Девочка лишь пожала плечами и быстро отвернулась. Мисс Джонсон не могла оставить это без внимания. Она начала наблюдать за Лизой. Та часто опаздывала на занятия и иногда вообще не приходила в школу. Учительница решила, что за этим скрывается что-то большее, чем просто небрежность. В один из дней, когда Лиза снова не пришла на урок, мисс Джонсон решила поговорить с ее отцом. Она знала, что Лиза живет с ним, и хотела предложить помощь. На встрече с отцом девочки она предложила нанять репетитора, чтобы помочь Лизе с учебой. Но Лиза, стоя в углу комнаты, вдруг выбросила номер телефона, который мисс Джонсон передала ее отцу. Это было странно и тревожно. Мисс Джонсон почувствовала, что дело серьезное. Она решила проследить за Лизой и ее отцом. В тот вечер, когда уроки закончились, она увидела, как они направились к старой машине, припаркованной у обочины. Сердце мисс Джонсон сжалось. Оказалось, что они жили в машине. Она не могла в это поверить. Не зная, что делать, мисс Джонсон позвонила в полицию. Через несколько минут на место происшествия прибыли сотрудники. Лиза и ее отец были взяты под защиту и направлены в приют, где им могли оказать помощь. Мисс Джонсон не остановилась на этом. Она организовала встречу для родителей и собрала средства для Лизы и ее отца. Вскоре в школу пришло сообщение о том, что Лиза и ее отец получили временное жилье и помощь от благотворительной организации. Девочка вернулась в класс, и хотя она была застенчивой, в ее глазах зажглось что-то новая надежда. С каждым днем Лиза становилась все более уверенной в себе. Мисс Джонсон заметила, как она начала активно участвовать в уроках, задавать вопросы и даже заводить друзей. Девочка показала удивительные способности к учебе, и вскоре она стала одной из лучших учениц в классе. В конце учебного года Лиза получила стипендию для обучения в колледже. На церемонии награждения, стоя на сцене, она поблагодарила мисс Джонсон за поддержку и веру в нее. Слезы радости наполнили глаза учительницы, когда она поняла, что смогла изменить жизнь этой девочки к лучшему. История Лизы и мисс Джонсон стала известной в городке. Она напоминала всем о том, как важно заботиться друг о друге и не оставаться равнодушными к чужим бедам. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.